Сегодня обсудим сразу несколько громких историй, вызвавших общественный резонанс. Культурный обмен приобретает новые формы. В Москве разразился новый скандал. На Ходынском поле, неподалеку от метро ЦСК и ТЦ «Авиапарк», иноземец решил устроить импровизированный мастер-класс по решению любых проблем, предложив полицейскому выйти на честный бой. Видео, которое моментально стало вирусным в соцсетях, вызвало у людей неподдельное удивление. Еще бы, ведь молодой ваххабит здесь продемонстрировал квинтэссенцию их отношения к местным. На кадрах видно, как иноземец эмоционально обращается к сотруднику правоохранительных органов со следующим требованием. Ты что со мной так обращаешься? Теперь на вы, форму сними, один на один выйдем. Рюкзак снимайте свой. Один на один выйдешь, как мужчина? Как мужчина один на один выйдешь? Такая формулировка быстро стала хитом, а запись облетела паблики и форумы, вызвав бурное обсуждение. Инцидент произошел прямо под окнами столичного торгового центра. Полицейский, которому было адресовано столь необычное предложение, сохранял выдержку, что, по мнению комментаторов, достойно уважения. До какой степени надо быть обалдевшим, чтобы говорить сотруднику полиции «пойдем один на один выйдем»? Недоумевают люди. Некоторые предполагают, что иноземец пытался демонстрировать свою модель поведения, которая, видимо, предполагает разрешать вопросы исключительно в таком вот формате. Специалисты по межкультурной коммуникации отмечают, что такая дерзость может быть связана с уверенностью в собственной безнаказанности. Возможно, иноземец считал, что его слова останутся без последствий. Ситуация продолжает оставаться в центре внимания общественности. Многие уверены, что подобные провокации должны получать жесткий ответ со стороны правосудия. Продолжим. Обычная ситуация, которая вежливо решается в любой цивилизованной стране, обернулась скандалом. Мужчина заметил, что обувь ребенка пачкает его джинсы и попросил мать малыша принять меры. Казалось бы, ничего сложного. Но ответ иноземной пассажирки был словно гром среди ясного неба. «Вы, русские, слишком много о себе позволяете», — кричала женщина, не стесняясь в выражениях. Свидетели рассказывают, что ее монолог быстро превратился в поток оскорблений, включая переход на национальные темы. Некоторые пассажиры пытались успокоить женщину, но та лишь усиливала свои нападки. По словам очевидцев, ситуация накалилась до предела. Ребенок продолжал весело болтать ногами, оставляя грязные следы на одежде мужчины, а его мать сыпала обвинениями в адрес собравшихся. «Мы здесь никому ничего не должны, а вы все живете за наш счет», — заявила она, вызвав недоумение у пассажиров. Очевидцы утверждают, что большинство людей в маршрутке были возмущены. Некоторые даже попытались записать происходящее на телефоны, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов. Сразу после инцидента, когда запись попала в сеть, жители Краснодара начали обсуждать произошедшее. Люди выражали негодование по поводу поведения женщины и требовали привлечь ее к ответственности. «Это наш город, мы здесь живем, работаем и растим детей. А те, кто приезжает, должны уважать наши законы и традиции», пишут в комментариях местные жители. Пассажиры маршрутки обратились в местные органы власти с просьбой провести проверку. Они надеются, что ситуация не останется без внимания, а женщина понесет заслуженное наказание за свои действия. Идем далее. Торговый центр на одной из улиц Саратова стал местом следующих событий. Главным персонажем этой истории оказался приезжий мужчина, называвший себя бродягой, которого все знают. Этот человек был хорошо известен местным жителям. По свидетельствам очевидцев, его регулярные спектакли включали в себя приставания к девушкам, скандалы с посетителями и конфликты с охранниками. Он подходил к девушкам и говорил: «Ты меня знаешь, я по жизни бродяга. Меня весь мир знает». А потом, если она не реагировала, начинал обзывать, поделилась одна из посетительниц ТЦ. Ему долгое время все сходило с рук, пока он не набросился на охранников, пытаясь доказать, что может разрулить любые ситуации. И когда стало очевидно, что терпение местных жителей на исходе, вмешалась русская община. «Мы не могли больше смотреть, как он издевается над людьми». «Пришлось вмешаться», — заявил представитель общины. Как только неадекват начал очередное шоу, он оказался лицом к лицу с активистами, которые быстро пресекли его выходки. Он сначала пытался возмущаться, но когда увидел, что мы настроены серьезно, моментально успокоился. Потом уже увела полиция, добавили в русской общине. Наконец, кто-то навел порядок. «Сколько можно терпеть этот беспредел?» – писала жительница города. Сложно понять, как подобное поведение остается безнаказанным в течение столь долгого времени. После задержания бродяги полиция заявила, что он будет привлечен к ответственности. Как выяснилось, задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за административные правонарушения.
Но все ограничивалось предупреждениями. Теперь ему грозит более серьезное наказание, сообщили в полиции. Однако возникает вопрос, почему понадобилось вмешательство гражданских активистов, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки? Теперь перенесемся в Екатеринбург. Там прошел яркий рейд по мигрантам. Когда 150 трудовых мигрантов занимались своими повседневными делами, они вряд ли могли предположить, что станут героями новостей. Дружинники и полицейские появились неожиданно, как гром среди ясного неба. Для 30 человек этот день оказался не просто неожиданным, но и последним в контексте их трудовой деятельности. Их ждал статус нарушителей миграционного законодательства. «Документы есть?» — строго спросили дружинники у одного из мигрантов, который, как выяснилось, предпочитал работать, избегая бюрократии. Помимо проверки документов, дружинники решили заглянуть за кулисы местного гастрономического театра. Районные точки питания, которые годами кормили местных жителей, внезапно оказались под прицелом. И здесь, ожидаемо, творилась сплошная антисанитария. Кто-то пришел работать на стройку, кто-то помогать на кухне, но без документов все они оказались нелегалами на русской земле. Работа русской общины и правоохранителей по выявлению нарушителей миграционного законодательства заслуживает отдельного внимания. Эти люди, не боясь сложностей, регулярно выходят на борьбу с теми, кто, по их мнению, угрожает правопорядку. Видеоролик, опубликованный после рейда, набирает популярность. На нем видно, как дружинники с серьезными лицами проводят проверку, а владельцы заведений с растерянным видом наблюдают за всем этим. Судя по всему, следующий рейд может охватить еще больше территорий, заведений и рабочих мест. А значит, каждый мигрант, каждая точка общепита и каждый сомнительный суп в Екатеринбурге должны быть готовы к тому, что за ними придут. А теперь вкратце о важном накануне. В Москве блогер Гаджи Гаджиев снес автомобилем девушку с коляской. Девушка, пострадавшая в ДТП во время шерстяного дрифта в Одинцове, говорит, что ее преследуют. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ. Она все еще не написала заявление в полицию, так как боится за свою жизнь после произошедшего. Девушка до сих пор находится в больнице, так как у нее сломана нога от удара машины. Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовные дела по факту случившегося. В Подмосковье мигранты избили начальника антикоррупционного управления МВД. По сообщениям СМИ, мигранты напали на руководителя подразделения Главного управления собственной безопасности МВД, отвечающего за борьбу с коррупцией в центральном аппарате. Полковник вернулся домой на служебном транспорте. На улице он сделал замечание группе людей азиатской внешности. Хулиганы нарушали общественный порядок. Мигранты толпой набросились на полицейского. Он и водитель получили серьезные травмы. Преступники скрылись. В Амурской области русских детей заставили нарядиться в нерусских и сплясать для культурного обмена. Это большая беда России и русского народа, страну, населенную в большинстве своем людьми европейской культуры, силком тянут в Азию. А саму Азию тащат в Россию, пишут авторы канала «Русские грамоты». Россия тратит на медпомощь мигрантам гораздо больше, чем благотворительные фонды собирают на спасение тяжелобольных. С 2018 года регионы России потратили из своих бюджетов более 60 с лишним миллиардов рублей на оказание медицинской помощи мигрантам, не имеющим полисов медицинского страхования. В числе лидеров Москва, Санкт-Петербург, ХМАО, Курганская область и Краснодарский край. Азербайджанские студенты из МФЮА, выкрикивающие противоправные лозунги, оказались гражданами России. В свое оправдание они заявили, что уважают Россию, потому что в ней родились и прожили всю жизнь. А затем по привычке пригрозили русским людям расправой. Депутата Матвеева заставили удалить пост об азербайджанской ОПГ-диаспоре. Вот небольшой фрагмент из его записи. Если уж власть наша решила допустить на нашей земле диаспоры, то и методы работы с ними должны быть эффективными и под восточный менталитет заточенными. Отвечать за своего должна вся диаспора. Действия за борзые выходки их соплеменников должны быть асимметричными и непропорционально жесткими. Каток должен проходить сразу, чтоб дошло, писал Матвеев. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!